Чуть больше месяца прошло с момента релиза eFootball 2024. За это время в игре уже успел пройти первый сезон, и вовсю идет второй. И до недавнего времени третий сезон мы ожидали в ноябре. Однако, внезапно Konami изменили свои планы, и второй сезон будет длиться вместо одного месяца, как это было раньше, целых два, то есть с октября по декабрь. Случилось это как-то неожиданно, тихо, без лишнего анонса, без объявления, и это вызывает дополнительные вопросы, учитывая, что все это время Konami особо не баловали нас каким-то разнообразным контентом, в отличие от 23-й части. Поэтому сегодня предлагаю вкратце обсудить, что это может означать, и что же происходит с eFootball 2024. Как и всегда, ваше мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать видео своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал с колокольчиком. В сообществе eFootball уже давно никого не убедишь тем фактом, что Konami нередко проваливаются по собственным срокам. Даже если эти сроки касаются слухов полугодичной и даже годичной давности. Так было с кроссплатформенностью, с Мастер-лигой, с новыми режимами, ну и так далее. А поэтому, когда на старте eFootball 2024 мы не получили нового режима, не получили этого самого режима во втором сезоне, ну, так сказать, мы не сильно этому удивились, с расчетом, что нас ожидает третий сезон уже через месяц. Более того, третий сезон должен был стартовать именно в том самом месяце, когда по изначальным слухам, по слухам полугодичной давности, мы вроде как ожидали Мастер-лигу. Но тут внезапно на авансцену выходит Konami и по-тихому объявляет, что они переносят второй сезон с ноября до декабря. То есть он будет длиться 2 месяца, как упоминалось в начале ролика. Что самое интересное, они это сделали опять же тихо, то есть они не объявили об этом дополнительно. Они просто заменили дату на странице со вторым сезоном, на странице с новостью о втором сезоне. Теперь там красуются две даты, изначальная и актуальная, скажем так, для наглядности. И с чем же это может быть связано? Первая причина с тем, что Konami опять не укладываются в собственные сроки и банально не успевают подготовить тот или иной контент к ноябрю, когда третий сезон и должен был стартовать. Вторая причина, они просто растягивают контент, чтобы выпускать еще больше паков и извлекать еще большую прибыль. И вторая причина уже больше из разряда конспирологии, но в то же время не лишена смысла, учитывая, насколько жадная эта студия. В принципе, что первая, что вторая причина, опять же не сулит ничего хорошего, потому что за время первого сезона, за то время, что идет второй сезон, Konami не сказать, что балуют нас контентом. И в принципе мы к этому привыкли, но это в то же время не оправдывает ни разработчиков, ни эту игру соответственно. Ведь если вспомнить слухи полугодичной давности, если посмотреть все ролики касаемо Мастер-лиги, которые выходили на этом канале, то последние слухи концентрировались на том, что Мастер-лигу стоит ожидать в ноябре, ну или на крайний случай в декабре, в то время как кроссплатформенность и другие нововведения в середине осени. Середина осени уже по сути наступила, и ничего нового мы так и не наблюдаем. Но это только полбеды. За все это время Konami также не обмолвились ни одним новым анонсом. А предыдущий анонс, который был сделан почти год назад, и вовсе был удален с сайта. И как вишенка на торте, они увеличивают длительность второго сезона. Так что же происходит с eFootball 2024? А на самом деле, ну, ничего хорошего. К счастью или к сожалению, мы не знаем обстановку в студии, мы не знаем точные планы Konami, потому что, судя по всему, они у них меняются как перчатки. Но по факту мы получаем, что с переходом на 24-ю часть ситуация вообще никак не изменилась. Немножко изменилась игра, она немножко преобразилась касаемо геймплея, визуальной составляющей. Но что касается контента, ивенты, награды, режимы, вообще ноль изменений. И даже нет никакого замаха на будущее. Есть многочисленные слухи, есть многочисленные упоминания тех или иных режимов файлов игры, но это все также не дает нам ответа на то, когда же это стоит ожидать. Да и даже те слухи, которые хоть как-то, ну, пытались предугадать выход этих самых режимов, по итогу себя не оправдывают. А тем временем с каждым днем все больше и больше игроков банально не находят мотивацию играть в eFootball, потому что, а какой смысл? Те, кто хотели выйти в первый дивизион, уже скорее всего вышли. А по сути-то в игре делать-то больше и нечего. Если только для тех, кто не донатит, зарабатывать те же самые золотые монеты и открывать паки, но это не должно быть мотивацией для игры. Мотивацией для игры должен быть соревновательный аспект, который проявляется в многочисленных режимах, где можно побороться за звание, скажем так, первого, за звание чемпиона. Но в eFootball этого все еще нет.
В общем-то, все как-то не сказать, что прям сильно радужно. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно дайте знать в комментариях под этим роликом. В очередной раз прошу вас поддержать его своим большим пальцем вверх, ведь именно от вашей активности зависит продвижение ролика и канала соответственно. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на канал, загляните в наши соцсети, ссылки на которые в описании. Ну и если хотите, также можете на них подписаться. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!